Приветствую вас на моем канале, меня зовут Василя. Сегодня у нас мастер-класс по вязанию носочков-крючком в поперечной технике. Данные носочки я вязала на размер 41-42. У меня уже есть на канале мастер-класс. Я вязала вот такие вот носочки на размер 37-38. Но очень было много вопросов о том, как связать мужские носочки и сделать шире носок. По данному мастер-классу вы сможете связать носки до 40 размера. Также у меня есть на канале мастер-класс на детские носочки до года. Ссылки я оставлю в описании. А сегодня мы будем вязать мужские носочки, начиная с 41 размера. Сейчас я скажу, какая здесь у нас ширина получилась. Здесь у нас ширина носочка 10 сантиметров, а у этих носочков 9 сантиметров. Носочки получаются мягкими, очень хорошо тянутся, так как мы вяжем соединительными столбиками. И очень важно соединительные столбики вязать более свободно. Сильно туго их вязать нельзя. Также мы научимся в мастер-классе делать бесшовное соединение. Этот носочек я вязала на размер 41-42. Я набирала 80 воздушных петель. На размер 43-44 82 петли. А на 45-46 набираем 84 петли. Также, если вы хотите носочек повыше, то необходимо набрать больше воздушных петель. Размер также мы будем рассчитывать по таблице, когда будем устанавливать маркер для формирования пятки. Для вязания я использовала пряжу Alize Lana Gold Classic. Здесь 49% шерсти, 51% акрил. 100 граммов 240 метров. Цвет данной пряжи 498. На носочек 41 размера понадобится 1,5 мотка. Также нам понадобится крючок номер 5, пластиковая игла с большим ушком и обязательно маркеры. Сразу скажу, какие могут быть ошибки. Это не подходящая пряжа. У меня в 100 граммах 240 метров. Подбирайте пряжу, схожую по метражу. Если пряжа тоньше, то необходимо набирать больше воздушных петель и, соответственно, рядов необходимо провязывать больше. Также делать больше укороченных рядов. Здесь будет другой расчет. Далее, если вы туго вяжете, то носок может получиться меньшего размера. Допустим, вы вязали все точно так же, как у меня, а носочек получился меньше. Поэтому, как я говорила, соединительные столбики старайтесь вязать более свободно. Также забывают провязать последние петельки в ряду. Для этого используйте маркеры. Также еще бывает, что забывают в конце каждого ряда провязать одну воздушную петлю. Тогда в этом случае начальный и конечный ряд у вас не сойдется при сшивании носочка. Еще бывает, что запутались в рядах и где-то забыли провязать ряд. При таком узоре очень сложно посчитать ряды, поэтому новичкам я советую прописать на листочке ряды. Допустим, для этого носочка нам необходимо провязать 56 рядов. Вот их вы пропишите, провязали ряд, отметьте. Это самый лучший способ, чтобы не запутаться в рядах. Итак, сейчас мы приступим к вязанию. Если будут какие-то вопросы, конечно же, пишите в комментариях. Набираем 80 воздушных петель. Делаем петлю, завели крючок, вытягиваем. Первая воздушная петля, вторая, третья и так далее. Набираем 80 воздушных петель. Петли старайтесь набирать более свободно, сильно их не стягивайте. Я набрала 80 воздушных петель, и в длину цепочка в нерастянутом виде у меня получилось 52 сантиметра. Далее будем вязать первый ряд. Для этого в конце делаем одну воздушную петлю для подъема и вяжем со второй петли от крючка. Первая во вторую петлю вводим крючок, вытягиваем и протягиваем через петлю на крючке. Провязываем соединительную петлю. Крайнюю петлю необходимо отметить маркером обязательно. Очень часто ее теряют, и потом полотно начинает сужаться. Вводим крючок в следующую петлю. Провязываем соединительный столбик. Далее в следующую.
Соединительные столбики необходимо вязать более свободно, сильно их не стягивайте. Таким образом довязываем до конца. В первом ряду будет 80 соединительных столбиков. Провязываю последнюю петлю в ряду. Тянем за кончик нити и затягиваем. Далее будем вязать второй ряд. В конце каждого ряда всегда делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и всегда вяжем со второй петли от крючка. Все последующие ряды мы будем провязывать, захватывая только заднюю стенку петли. Вот у нас идет косичка, захватываем только заднюю стенку петли. Первая со второй за заднюю стенку провязываем соединительный столбик, отмечаем маркером. Далее в следующую во втором ряду также будет 80 соединительных столбиков. И как я говорила, вяжите более свободно. В конце провязываем последнюю петлю за обе стенки петли. Здесь у нас будет верх носка, где у нас кончик нити, это у нас будет мысок. Где верх носка провязываем за обе стенки. Далее вяжем третий ряд, провязываем воздушную петлю для подъема, перевернули со второй петли от крючка за заднюю стенку, провязываем соединительный столбик, крайнюю петлю отмечаем. В следующую и так далее. Провязываем третий ряд до конца, 80 соединительных столбиков. Далее точно так же вяжем четвертый ряд, провязываем 8 соединительных столбиков и в конце четвертого ряда не забываем провязать за обе стеночки петли, где у нас верх носка. Итак, провязываем третий и четвертый ряд самостоятельно. Я провязала четвертый ряд. Далее мы устанавливаем маркер для формирования пятки. От верха носочка мы отсчитываем 36 петель, в 36-ю устанавливаем маркер. Так как плотность вязания у всех разная, мы сейчас будем замерять вот эту вот часть от маркера до мысочка. Необходимо свериться с таблицей. Я вязала на размер 41-42. Смотрим по таблице, берем размер стопы 27 сантиметров. 27 сантиметров минус 1 сантиметр, получается 26. Здесь у меня должно быть от маркера до края мысочка 26 сантиметров. Вот у меня 26. Если у вас другое значение, допустим, у вас получилось меньше, то вы можете передвинуть данный маркер чуть наверх. Тогда у вас просто верх носочка будет немного короче. Делаем в конце одну воздушную петлю, перевернули, вяжем со второй петли от крючка, провязываем соединительные столбики, крайнюю петлю отмечаем маркером. Провязываем до маркера и перед маркером одну петлю не провязываем. Довязываем до этого места и я покажу, как сделать убавку. Довязали до маркера, вот она петля перед маркером. Здесь мы вытягиваем петлю и не провязываем. На крючке 2 петли. Далее убираем маркер. Заводим крючок под петлю и сразу под следующую. Вытягиваем. И на крючке у нас 3 петли. Теперь 3 петли провязываем вместе. Таким образом делается убавка. И сразу же вот эту петлю отмечаем маркером. В следующем ряду здесь мы будем также делать убавку.
убавки мы провязываем до 13 ряда. Получается, в каждом ряду у нас сейчас будет до 13 ряда идти убавки. Далее находим следующую петлю. Вот смотрите, не ошибитесь, вот здесь вот эта петля у нас провязана. Вот следующая. Теперь движемся к мыску. Это у нас 5 ряд. И здесь мы не провязываем в конце 2 петли. Так мы будем делать каждый раз, когда будем вязать к мыску до 11 ряда. Мы каждый раз будем не провязывать 2 петли в конце. Вот я довязала 5 ряд до конца, и здесь в конце 2 петли мы оставляем, не провязываем. Далее делаем всегда одну воздушную петлю, перевернули, вяжем 6 ряд, также со второй петли от крючка, провязываем снова до маркера, не довязывая одну петлю, и здесь мы также сделаем убавку, и далее движемся кверху носочка. Вот довязала я до маркера, петля перед маркером, заводим крючок, вытянули, не провязываем. Заводим крючок под петлю, под следующую сразу, вытягиваем, 3 петли на крючке провязываем вместе, отмечаем маркером. И далее вяжем кверху носочка. Провязываем до конца соединительные столбики. В конце последнюю петлю, где у нас вверх носочка, провязываем за обе стенки петли. Далее делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и вяжем 7 ряд. Снова встретимся с вами, где у нас будет убавка. Делаем убавку в 7 ряду. Далее после убавки мы движемся к мыску, и здесь мы также в 7 ряду не довязываем 2 петли. Итак, в конце 7 ряда я также не провязываю 2 петли. Вот смотрите, здесь идет перемычка, первая петля, вторая. Если вы боитесь потерять крайние петли, то можете их также отмечать маркером. Делаем одну воздушную петлю, перевернули, провязываем 8 ряд. Вот я провязала петлю, и вот эту крайнюю петельку также можете отмечать маркером. Получается, 8 ряд мы движемся кверху носочка. Здесь также делаем убавку. Убавки мы делаем до 13 ряда в каждом ряду, когда движемся кверху носочка и к мыску. Когда мы провязываем к мыску, мы здесь не довязываем 2 петли. Получается, мы не довязывали в 5 ряду, далее в 7, следующий будет в 9 и в 11 ряду. Провязываем до 13 ряда. Встретимся с вами в 13 ряду, когда необходимо будет собирать здесь вот эти все ступеньки. Я провязала 12 ряд. У вас должно вот так получиться. Здесь вот такие ступеньки. Получается, в конце у нас 8 непровязанных петель. 1, 2, 3, 4 пары. Далее вяжем 13 ряд, делаем воздушную петлю, провязываем. Здесь делаем последнюю убавку в 13 ряду и провязываем к ступенькам. Здесь я покажу, как опуститься вниз и провязать все петли. Вот я довязала до ступенек, осталось провязать последнюю петлю. Обратите внимание, вот здесь вот есть сбоку вот такие вот перемычки. Мы будем вводить крючок под перемычку, опускаться вниз. Провязываю последнюю петлю вот здесь. Далее завожу крючок под перемычку. Опускаемся вниз. У нас здесь есть вот 2 петли. В первую, также за заднюю стенку. Вытягиваю, протягиваю через петельки на крючке. Провязали первую и вторую. Также снова ввожу крючок под перемычку. Опускаемся вниз.
под перемычку. Таким образом собираем все петельки. И провязываю последнюю петлю. Вот таким образом у нас получилось. Далее в конце делаем одну воздушную петлю, перевернули. 14 ряд мы провязываем полностью от мыска к верху носочка и убавку уже не делаем. И чтобы нам маркер не мешался в следующих рядах, вы от верха носочка отсчитываете петельки, запоминаете, где у вас установлен маркер. У меня он установлен в 26-ю петлю, запишите, и маркер можно будет убрать. Мы установим маркер, когда будем делать прибавки. Я провязала 14 ряд. Вот он у меня закончился, где верх носочка. Далее делаем одну воздушную петлю, со второй петли от крючка провязываем 15 ряд к мыску и здесь не довязываем 8 петель. Я провязала 15 ряд, в конце, где мысок не довязываем, 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее делаем воздушную петлю, перевернули. Со второй петли от крючка вяжем 16 ряд. Крайние петли можете отмечать. Провязываем 16 ряд к верху носочка, воздушная петля, провязываем далее 17 ряд к мыску, провязываем, встречаемся с вами вот здесь, вот где ступенька. Здесь мы опустимся вниз и провяжем дополнительно 2 петли. Вот я провязала 17 ряд до ступеньки, вот он маркер. Провязываю последнюю петлю здесь. Далее ввожу крючок под перемычку. Опускаемся вниз, провязываем одну петлю и вторую. Получается, в 17 ряду мы добавили плюс 2 петли. Далее воздушная петля, перевернули. Вяжем 18 ряд до конца. Далее возвращаемся в 19 ряд, провязываем и здесь добавляем плюс еще 2 петли. 19 ряд, провязываю здесь последнюю петлю. Снова нам необходимо опуститься, провязать плюс 2 петли. Вводим крючок под перемычку. Провязываем первую и вторую. Это мы провязали 19 ряд. Далее вяжем 20 ряд к верху носочка. 21 возвращаемся к мыску, снова провязываем плюс 2 петли. 22 ряд вяжем к верху. И 23 ряд опускаемся снова вниз и провязываем здесь последние 2 петли. Провязываем до 23 ряда самостоятельно. Встретимся в 23 ряду. Итак, я провязала 23 ряд к мыску, собрала последние 2 непровязанные петли. Далее с 24 ряда по 32 ряд у нас будут полные ряды. Провязываем полностью от начала до конца. Не забываем, в конце всегда делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и вяжем со второй петли от крючка. И в конце, где у нас идет верх носочка, здесь мы провязываем за обе стенки петли, чтобы край у нас был ровный. Я провязала 32 ряд, он у меня закончился, где верх носочка. Далее, начиная с 33 ряда, мы вяжем к мыску и снова не довязываем по 2 петли. Формируем лесенку из 8 непровязанных петель. Мы так уже провязывали в самом начале носочка. Вот здесь мы не довязывали по 2 петли. Итак, делаем воздушную петлю и вяжем к мыску, не довязывая 2 петли. Итак, в 33 ряду не довязываем 2 петли. Воздушная петля, перевернули. Вяжем 34 ряд. Крайние петли можете отмечать маркером. 34 ряд вяжем до конца, кверху носочка. Затем снова вяжем 35 ряд вниз. К мыску не довязываем 2 петли. Получается, мы не довязываем в 35, 37 и 39 рядах.
40 ряд поднимаемся наверх, кверху носочка. Итак, вяжем самостоятельно. У вас должна получиться ступенька из 8 непровязанных петель. Итак, я провязала 40 рядов. У вас должно вот таким образом получиться. Вот такая вот ступенька. Всего 8 непровязанных петель. Итак, считаем. 1, 2, 3, 4 пары петель. Здесь я начала уже провязывать 41 ряд. Мы опустимся вниз и соберем все петельки. Здесь у меня закончилась нить с первого мотка. Это я вяжу уже второй носок. И сейчас я покажу, как присоединить нить со второго мотка. Вот у меня закончилась нить. Полностью ее вытягиваем. Заводим крючок в эту же петлю. Берем нить со второго мотка. Вытягиваем. И у нас вот получилась петелька. Эту ниточку оставляем. И далее вяжем, как обычно, заводим за заднюю стенку петли и провязываем. Кончики нити потом мы спрячем под петельки. Итак, я вяжу это 41 ряд. И здесь мы должны опуститься вниз, собрать все петли не провязанные. Вот у меня последняя здесь петля. Вот с края идут перемычки. Здесь мы должны делать точно таким же образом, как мы уже делали. То есть вводим крючок под перемычку, опускаемся вниз, провязываем первую, затем вторую петлю, затем снова под перемычку, первую, вторую петлю. И таким образом доходим до края. Вводим крючок под перемычку, вниз в петлю, провязали в следующую, снова под перемычку, в 41 ряду собрали все непровязанные петли. Далее вяжем 42 ряд кверху носочка. И уже потом мы установим маркер для формирования пятки. Я провязала 42 ряд. Теперь устанавливаем маркер. Отсчитываем. Вот она первая петля. Вторая. Отсчитываем 26 петель. 26 петлю устанавливаем маркер. Здесь мы будем делать прибавки. Прибавки у нас будут идти с 43 по 51 ряд. Получается, в каждом ряду мы будем провязывать прибавку. Также в 43 ряду мы начнем формировать снова мысок. Здесь мы не довяжем 8 петель. И в последующих рядах мы будем снова прибавлять по 2 петли. Итак, сейчас вяжем 43 ряд до маркера. Я покажу, как делается прибавка. Я провязала до маркера. Это у меня 43 ряд. И сейчас мы будем делать прибавку. Прибавка делается легко. Где у нас установлен маркер, сюда мы провяжем 3 столбика без накида. Только захватывать необходимо обе стеночки петли. Заводим крючок под обе стенки петли. Вытянули. 2 петли на крючке провязываем вместе. Это столбик без накида. Сюда же заводим крючок, провязываем второй столбик. И заводим третий раз. Третий столбик без накида. И центральную петлю отмечаем маркером. Сюда мы в следующем ряду снова будем делать прибавку. Далее провязываем к мыску. И в 43 ряду мы не довязываем 8 петель. В конце не довязываем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее делаем воздушную петлю. Вяжем 44 ряд. Провязываем до маркера. Я еще раз покажу, как сделать прибавку.
Где маркер, делаем прибавку. Провязываем за обе стеночки петли 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. И центральный столбик отмечаем. И провязываем далее до конца, до верха носочка. Здесь также провязываем за обе стенки петли. Я провязала 44 ряд. Далее вяжем 45, движемся к мыску. Здесь делаем прибавку. Довязываем до ступеньки. Я еще раз покажу, как здесь опуститься и провязать плюс еще 2 петли. В 45 ряду провязываем плюс еще 2 петли. Вот я довязала до ступеньки, ввожу крючок под перемычку. За заднюю стенку петли и протягиваем через 2 петельки на крючке. Первую и вторую провязываем. Далее воздушная петля, перевернули. Вяжем 46 ряд кверху носочка. Здесь также делаем прибавку. Я провязала 46 ряд. Далее вяжем самостоятельно до 51 ряда. Каждый раз в ряду делаем прибавку. И когда возвращаемся к мыску, добавляем плюс 2 петли. В 51 ряду будет последняя прибавка. И необходимо будет провязать последние 2 петли. 51 ряд будет полный. Плюс 2 петли мы добавляем, получается, еще в 47 ряду, в 49 и в 51. Я провязала 51 ряд, и теперь количество петель у вас должно сравняться с началом. То есть здесь у вас должно уже быть 80 петель. Маркер можно убрать. В последующих рядах уже не будет никаких прибавок. И теперь вяжем с 52 по 56 ряд полные ряды. 56 ряд у вас закончится, где верх носочка. Я довязала носочек до конца. Вот у меня здесь закончился последний 56 ряд. И теперь я покажу, как спрятать вот эти вот кончики нити. Необходимо взять крючок меньшего размера и спрятать кончики по изнаночной стороне. Вот смотрите, у вас вот это вот мысок. Смотрим, как у нас располагаются галочки. Они смотрят вверх. Это у нас изнаночная сторона. С этой стороны смотрим. Они смотрят вниз. Это лицевая сторона. По изнаночной стороне прячем ниточки лишние. Заводим крючок вот таким образом под петельки. И протягиваем. Затем лишние кончики отрезаем. И также, где у нас мысок, этот кончик тоже можете спрятать сразу по изнаночной стороне. И теперь нам осталось только сшить носок. Носок сшиваем по лицевой стороне. Вот с этой стороны у нас идет первый ряд. Здесь вот вводим крючок под каждую петлю. Здесь у нас идут вот такие вот косички. Здесь крючок будем заводить, захватывая только переднюю стенку петли. Вот у нас идет петля, выходит. Она выходит с первой петли. Мы ее сейчас протянем. И затем, когда будем сшивать, крючок будем вводить уже не в первую, а сразу во вторую петлю. Ниточка рабочая должна находиться внутри носочка. Складываем пополам. Находим здесь крайнюю петлю, заводим крючок. Вытянули. Далее заводим крючок сначала с этой стороны, захватывая переднюю стенку петли. Первую пропускаем, во вторую переднюю стенку петли. Затем с этой стороны находим также вторую петлю и провязываем соединительной петлей. Снова с этой стороны переднюю стенку петли, здесь в следующую и протянули.
При сшивании сильно не стягивайте. И у вас получится вот такая вот ровная косичка. Провязала я носок до конца. Носок у меня сошелся. Количество петель у вас должно быть одинаковым, что в начале, что в конце носочка. Но если вдруг у вас носок не сошелся, то, возможно, когда вы провязывали, то крючок в какой-то из сторон завели 2 раза. Из-за этого может носок не сойтись. Далее оставляем кончик нити для сшивания мыска. Вытягиваем полностью. И теперь носочек нам необходимо вывернуть на изнаночную сторону, так как мы здесь прошивали по лицевой стороне, а мысок будем сшивать по изнаночной. Поэтому выворачиваем носочек. Вот он наш мысок. И сейчас мы будем собирать петли. Вот у нас идет шов носочка. Собираем петельки вот по кругу и возвращаемся к краю носка. Потом мы будем прошивать вот таким вот образом. Вот здесь находятся вот такие вот петли. Заводим иглу. И протягиваем. Вот я собрала все петли. Нить у меня теперь находится с края носочка. Можно слегка подтянуть, но сильно не затягивайте. И теперь прошиваем вот таким вот образом. Я прохожу 2 раза в одну сторону и в другую. И теперь прячем кончик нити. Выворачиваем носочек на лицевую сторону. Вот так выглядит мысок. Наши носочки готовы. Мягкие, теплые. Надеюсь, вам понравился мастер-класс. Подписывайтесь на мой канал и вяжите вместе со мной. Если остались какие-то вопросы, конечно же, пишите в комментариях.